Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Полезные советы». В этом видео вы узнаете, как справиться с такой проблемой, как повышенная кислотность желудка. Простейший совет тем, кто страдает от повышенной кислотности желудка: старайтесь больше употреблять те блюда, которые можно недолго жевать. Ведь чем больше человек жует пищу, тем больше образуется так называемого воспалительного сока. Среди лекарственных растений немало тех, которые помогут бороться с повышенной кислотностью желудка. Хорошо, если есть заготовленные трава зубровки душистой, корни цикория обыкновенного, трава тысячелистника обыкновенного, трава алтея лекарственного и зерна овса посевного. Все это прекрасное сырье для приготовления отвара. Готовят его из этой смеси так, как большинство отваров. По столовой ложке хорошо измельченных травы зубровки, корней цикория, травы тысячелистника, травы алтея и зерен овса перемешать, залить 500 мл воды, на слабом огне кипятить 5 минут, настоять несколько часов или ночь, пить по 2-3 столовые ложки трижды в день за полчаса до завтрака, обеда, ужина. Если есть еще и семена льна обыкновенного, то лечение можно сделать немного более разнообразным, и оно будет значительно эффективнее. Чтобы приготовить еще одно лекарство, в смесь лекарственных растений, которую уже приготовили, зубровка, цикорий, тысячелистник, алтея, овес, добавьте 2 или 3 столовые ложки семян льна. Тоже все перемешайте и влейте пол-литра воды. Но поставив кастрюльку на огонь, будьте внимательны. После того, как только жидкость начнет кипеть, обязательно тщательно помешивайте лекарство деревянной ложкой. Варите это варево 2-3 или даже 5 минут. Образуется своеобразный киселик. Его, так же как и отвар, пейте по 2-3 столовые ложки трижды в день за полчаса до еды. Сегодня лечитесь отваром, завтра киселиком и так далее. Чередуйте. Обратите внимание на такое предостережение. И отвар, и киселик, и те блюда, которые постоянно употребляете, должны быть теплыми, не холодными и не горячими. Помните, что пища, которую обычно употребляют горячей, повышает кислотность желудка. Итак, за стол садитесь тогда, когда завтрак, обед или ужин уже не горячие, а теплые. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе следующих видео. Благодарю вас за внимание и до следующей встречи на канале «Полезные советы».